Всем привет! Друзья мои, мира вам и крепкого здоровья! Сегодня рецепт булочек на дрожжевом тесте со штрейзелем. Булочки по этому рецепту получаются воздушными, пышными, слоистыми, пористыми, с хрустящей и очень вкусной корочкой. Такой простой и понятный рецепт булочек обязательно должен быть у вас в копилке рецептов. В подготовленную миску выливаю 150 мл теплого молока. Добавляю столовую ложку сахарного песка от общего количества, а общее количество сахара 100 грамм. Высыпаю 7 грамм быстродействующих дрожжей и добавляю 3 столовые ложки просеянной муки. Хорошо перемешиваю, чтобы не было комочков. Чтобы масса была гуще, добавлю еще 1 столовую ложку муки от общего количества, а общее количество 480 грамм. Закрою пищевой пленкой и уберу на 5-10 минут для активации дрожжей. Подготовлю сдобу. В отдельную миску выливаю 1 яйцо и белок 1 яйца, а желток я убрала в холодильник. Добавляю 4 грамма соли и разбиваю желток. Высыпаю оставшийся сахар, 10 грамм ванильного сахара и 75 грамм размягченного сливочного масла. Все перемешиваю. А пара подошла. Добавлю к ней сдобу, все перемешаю и начну добавлять муку. Сначала добавлю половину муки и размешаю венчиком, чтобы не было комочков. Как только венчик перестает справляться, возьму ложку и буду, продолжая вводить муку, замешивать тесто. Ложкой буду вымешивать до того состояния, пока ложка справляется с таким тестом. А дальше продолжу замешивать руками. Выношу тесто на стол, высыпаю остаток муки, а вы помните, что муки у меня было 480 грамм. И буду замешивать тесто, пока вся мука войдет в тесто. Как только вся мука вошла в тесто, тесто готово. Оно получается вот таким легко всплывающим с ладошки, мягким, вкусно пахнущим и практически не прилипающим к рукам. Если ваше тесто по какой-то причине липнет к рукам, добавьте еще муки, но не более 20 грамм. Сейчас самая главная задача – это вымесить тесто. Вымешивайте так, как вам удобно. Если у вас нет желания, сил и времени вымешивать тесто в течение 5 минут, просто отбейте его об стол. Отбивайте 15-20 раз, и тесто ваше будет готово. А дальше округляем тесто и отправляем его в миску, смазанную растительным маслом. Обязательно тесто смажьте растительным маслом со всех сторон. Закрываю пищевой пленкой, делаю 2-3 прокола и убираю в теплое место на час-час 20. Я поставлю на подоконник, у нас солнышко, прикрою салфеткой, чтобы не было попадания прямых солнечных лучей. Через час 20 тесто увеличилось в объеме в 3 раза. Обязательно его надо обмять, чтобы выпустить углекислый газ и обогатить тесто кислородом. Тщательно и очень хорошо вымесите это тесто. Вновь отправляю в эту же миску, накрываю пищевой пленкой и убираю на подъем примерно на час-час 20. Все зависит от температуры на вашей кухне. Прошел еще 1 час. Посмотрите, как снова подошло тесто. Теперь оно увеличилось значительно, скорее всего в 4 раза. Работать буду на растительном масле. Выкладываю тесто. Тесто само выскакивает из миски. Смотрите. Обминаю тесто, раскатываю в жгут. Друзья мои, разделила на 12 равных частей. Вес каждого 71-73 грамма. Если у вас будут кусочки одинаковые, то и булочки будут одинаковые и красивые. Дальше каждый кусочек надо подкатать. Можно вот так это делать, захватив рукой и катайте по столешнице, прижимая и как будто уплотняя, выпуская с каждого шарика воздух. Вот такой колобок у вас получится. Можете вот так уплотнить каждый кусочек, как будто собираем. И вот так на руке сформировать вот такой колобок. Ну вот такой способ, когда вы прикрываете, придавливаете и выпускаете воздух, проще всего. Выкладываете на смазанную растительным маслом поверхность и обязательно смоченной рукой в растительном масле вот так сверху пройдитесь. Для того, чтобы они не прилипли, когда мы их будем прикрывать пищевой пленкой, чтобы не заветрились. Оставим на 5 минут.
Прошло 5 минут. Снова немного подкатываю, чтобы уплотнить наши булочки. Выпущу скопившийся вновь газ и еще оставлю на 20 минут на расстойку. Выпекать буду на силиконовом коврике. Подкатываю булочку и складываю на противень. Мне готовить на коврике удобнее. Можно выкладывать на пергамент. Берите силиконизированный. Если нет у вас такого пергамента, значит промажьте обычный пергамент сливочным маслом. Разложила. Вновь закрою пакетом, чтобы они не заветрились. И оставлю в таком виде на 20 минут. Это называется расстойка. А в это время я начну готовить штрейзель. Мне понадобится 40 грамм муки, 20 грамм сахарного песка и 20 грамм сливочного масла. Руками перетираю. Делаю это очень быстро, чтобы масло не растаяло. Штрейзель готов. Прошло 20 минут, булочки вновь увеличились. Здесь у меня желток одного яйца. Добавила к нему 2 чайные ложки воды и размешала до однородности. С помощью кисточки каждую булочку со всех сторон смазываю желтковой смесью. Насколько тщательно вы смажете желтком булочку, настолько красивее получится готовое изделие, так как колеровка схватится именно на желтках. Сразу присыпаю булочки крошкой. У меня не получилось сделать это аккуратно, рассыпала как хотела. Отправлю в духовку, разогретую до 180 градусов. Время выпекания 20-25 минут, вверх-вниз подогрев. Булочки готовы. Как только остынут, покажу, какие они внутри. А вы, друзья, не забывайте подписываться на наш с Петровичем канал. Пока-пока!